21 совет подростку, который хотел бы сам услышать. Первое. Откладывай деньги и имей финансовую подушку. Работая на любой работе, ты обязан откладывать деньги. 10-20%. В таком подростковом возрасте я рекомендую откладывать минимум 20% от заработной платы. А если у тебя вообще нет долгов и так далее, тогда откладывай больше. Чем больше ты откладываешь, тем больше твоя финансовая подушка. Просто что такое финансовая подушка? Финансовая подушка — это запас твоих денег на крайний случай. Тебе выселять квартиру, тебе нужно куда-то переехать срочно, эти деньги на черный день тебе помогут. Второе. Имей несколько средств для дохода. Например, я работал в кондитерской. В это время я, конечно, снимал истории в Инстаграме с рекламными интеграциями Яндекс.Еды, с которых, кстати, я получил, половина моей заработной платы ежемесячной. И не имей всегда один постоянный, чтобы надеяться на это. Имей разные способы. К примеру, как это можно объяснить к тебе? Например, ты работаешь продавцом-консультантом, и у тебя есть, например, свободное время где-то часов 2-3. Используй это время с пользой и чтобы подзаработать. Например, ты снимаешь видео, можешь подработать мобилографом. Например, либо ты хорошо программируешь, можешь на заказ сделать во фрилансе. Как-то так. Третье. Рассказывай о своих проблемах. Рассказывай о своих проблемах и не бойся. Не бойся, что кто-то тебя будет осуждать. Во-первых, человек, который будет осуждать твои проблемы, это просто не человек, а гнида. По-другому не описать этого человека. Во-вторых, если ты не доверяешь никому, обратись к психологу. Если нету психолога, старайся как-то использовать анонимные чаты и через анонимные чаты немножко переходящие разговоры по душевным. Думаю, у тебя получится хоть немножко выговориться, но никогда не закрывайся, даже если ты никому не доверяешь. Болтай хотя бы с самим собой. Понимай то, что ты нужен еще в этом мире. Четвертое. Привыкай оставаться один. Это очень важный совет, кстати. Единственный человек в жизни, который тебя будет всегда поддерживать, это не твоя мама, не папа, не родители, а именно ты. Именно ты тот самый человек, который с самим собой 24/9 находится. И старайся иногда проводить время с самим собой. Например, устроить себе свидание, либо просто пойти с самим собой в кино, прогуляться. Поговори с самим собой. Например, разговаривая с самим собой, ты можешь выяснить ответ на вопрос, который тебя мучает. Ничего такого плохого нету побыть одному. Совет номер 5. Не расстраивайся, что у тебя нет друзей. Как говорил раньше, то, что у меня сейчас очень-очень маленький круг общения, именно друзей. Для меня очень специфическое слово «друзья», «друг». Это очень сложно объяснить. Не расстраивайся, что у тебя нет друзей. Во-первых, человек, который будет с тобой всегда, он всегда будет с тобою. Например, в жизни даются люди для уроков, для испытаний, да просто чтобы тебя направить на верный путь. Если люди уходят, просто отпускай. Какими они бы ни казались бы самыми близкими тебе придется отпустить, если они ушли. Совет номер 6. Не привязывайся к человеку, если даже он испытал чуть-чуть грамма заботы к тебе. У меня было такое, что я прям, я таял. Например, кто-то обо мне чуть-чуть капельку заботы даст, да, скорее всего, это немножко психическая трамвай, который дает о себе иногда знать. Старайся не привязываться к человеку сразу, когда он к тебе проявляет небольшую капельку заботы. Совет номер 7. Не проси от родителей того, что они не могут тебе дать. Пример ситуации. Я очень хочу с мамой очень хороших отношений, очень комфортных, очень прям как друзья, лучшие друзья, чтобы подойти, объяснить, как дела, как день прошел. Но, к сожалению, у меня это никак не получается. Как бы ни старался бы, у нас с мамой отношения хоть чуть-чуть улучшились, но не очень. И иногда мне хочется получить от мамы слова поддержки, например, я тобой горжусь, или у тебя все получится. Я надеюсь, я правильно донес. Если что, пишите в комментариях. Если что, можно разжевать. Либо я разжую вам этот вопрос, либо кто-то из нас, кто посмотрит это видео. Совет номер 8. Имей хорошие связи. Старайся ладить со всеми, но не до такой степени, чтобы лизать каждому жопу. Имеется в виду, имей хорошие связи, а не подлизывание жопы и манипулизм. Короче, вы поняли. Заботься о своем внешнем виде. Ты парень, ничего нету плохого в том, что если, например, ты будешь делать укладку себе волос, которую я никогда не делаю. Заботься о своем внешнем виде. А каждая девушка любит, когда парни ухоженные. Имеется в виду в меру ухоженные, а не в такой степени. Я видел видео в ТикТоке, как парень за своей бородой ухаживал, лучше, как девушки моют свою задницу. Цитирую комментарии, которые там были, но
Не об этом дело. Например, волосы уложить, сделать аккуратную стрижку, аккуратно носить вещи, каждый день свою обувь чистить, что-то в этом духе. Не забывайте пользоваться средствами гигиены. Меня не захейтят после того, что я говорю, мне просто очень стыдно это все говорить. Номер 10. Смотри, что ты кушаешь, и заботься о своем здоровье. Я в свои 18 лет подцепил такую херню, как гастрит. Жрал всякую херню до 18, мы живу такую, а после 18... Где мои таблетки? Пиши себе строгую диету, ешь меньше фастфуда и, конечно же, следи за своим здоровьем. И еще большой плюс в твоей жизни будет, если ты узнаешь свое здоровье и самочувствие. Будете прям в цепи. Например, когда я болею, я уже понимаю то, что я не могу сделать, то, что мне поможет, и то, что мне не стоит делать. Совет номер 11. Посылай нахер чужое мнение. 12. Не иметь вредные привычки. Во-первых, это дорого. Во-первых, это очень дорого. Не курить и не парить. И не употреблять разную фигню. 12 совет. Развивай свои таланты. Совет номер 14. Не думай, что ты старый. Относись к жизни как к игре. Это уже следующий совет, который будет идти. Ты будешь жить 100 лет. И посмотри вот тут процентную строку, и там будет 100%. И из 100% тебе, например, как мне, 19 лет, и у тебя пройдено только 19% этой всей игры. Чувак, у тебя еще дофига всего впереди. Зачем думаешь, что ты старый? Совет номер 15. Относись к жизни как к игре. Имеется в виду то, что если ты хочешь что-то попробовать, не бойся, тебя никто не убьет, никто не изнасилует, никто не осудит. Хочешь что-то сделать? Попробуй. Хочешь увлекаться, например, боксом? Сходи, запишись, никто тебе не запрещает. И, например, на провалы ничего не случится. Попробуй еще раз. Попробуй первый раз, второй раз, третий раз. Если это твое любимое дело, пробуй. Пробуй, тебе ничего не будет. И также не забывай выполнять задания. Например, бывают такие ситуации в жизни, то что, например, тебя, бросила девушка, либо тебя бросил парень, и ты очень капец как мучаешься над этим, у тебя задание отпустить человека и увлечь с этого урока. Тебе нужно максимально над этим поработать, отпустить человека и выяснить, какой урок ты принял с этого. Здесь я правильно объясняю все? Просто в жизни есть такая штука, если ты не выполнишь это задание у тебя будет стоять в заданиях, пока ты это не выполнишь. Это задание такое, которое невозможно отменить, нету кнопочки delete. Вот. И поэтому относитесь к жизни как к игре, выполняя разные задания. Сначала будут очень тяжелые задания, после этого будут легкие по сравнению с тем, которые у тебя были раньше. Совет номер 16. Будь искренним, во-первых, самим собой. Не ври себе же о своем состоянии, будь честен с самим собой и будь честен со своими близкими. Совет номер 17. Не бери в долг, не живи в кредит и не бери банковские вот эти рассрочки. Во-первых, это будет минус себе. Многие подростки, многие люди живут от зарплаты до зарплаты, от долга до долга. И как бы это не очень хорошо, хочется всем жить тогда. Скажите, говорите себе например, PlayStation 5. Пример, просто в голову пришел, что PlayStation 5, и у вас есть два выбора: взять его в кредит или накопить на него. Что вы выберете? 90% выберут взять в кредит, а 10% выберут накопить. И кто получит больше всего дофамина? То есть дофамин — это вроде то, что отвечает за счастье. Конечно же, получат те самые 10%. Почему? Эти люди будут копить, откладывать именно на то, что они хотят. И когда они купят это, у них появится еще больше счастья, когда они это получат. А люди 90%, которые выбрали дофамин в первую очередь, взять сразу, они сначала порадуются: вау, круто, а потом они будут, наоборот, либо жалеть, либо говорить: господи, когда этот ежемесячный платеж уже закончится. Есть некоторые факты удивительные для меня. Некоторые люди не могут работать, если у них нету рассрочек и кредитов. И я такой в ахере. Я когда один раз это услышал, я охренел. Совет номер 18. Выкладывайся на 100%. Выкладывайся на 100% в своих любимых делах, в своих любимых хобби, в которых ты хочешь быть топом 1. Совет номер 19. Не бойся любить. Не бойся полюбить человека, не бойся отпустить человека, не бойся быть любимым или любить. Быть любимым круто, любить кого-то тоже круто, но и когда это все вместе, это потрясающе, поэтому не бойся кого-то полюбить.
ведь это человеческие эмоции, они должны проявляться на все 100%. Ну, считаю так, это лично мое сугубое мнение. Совет номер 20. Твои комплексы никто не видит, и даже никто не обратит внимания, пока ты им не скажешь. Ну или, по крайней мере, не заметит тот человек, который этого сам не испытывает. Например, я комплексую насчет носа и замечу то, что ты закрываешь нос часто, и подумаю то, что ты комплексуешь насчет носа. Если вы на меня посмотрите, типа, скажите, какой у меня комплекс. Нет, это не нос, который был в примере. Нет, не знаю, 90%, наверное, скажу, что я не вижу. Типа, я не вижу. Ну, например, кожа. Ну, кожу лица, я уже свой комплекс уже well done, сделал это задание. Я, например, очень сильно комплексую насчет своего тела. Думаю, то, что оно либо слишком худощавое, либо слишком не эстетик. Совет номер 21, и это последний совет. Снимай на видео себя со стороны. Это капец как помогает посмотреть, накручиваешь ты ли себя или нет. Если у тебя, например, есть телефон, на телефоне дофига и матери памяти, тогда ты можешь, конечно. Либо записывай кругляшки в Телеграме и сохраняй в избранные. А в такие моменты ты можешь часто посмотреть, реально ты загоняешь себя или нет. И посмотреть, конечно же, хорошие моменты в жизни. Например, я себя капец как загонял, когда попал в TikTok House, и думал, что со мной никто не хочет общаться, далее-модали. И когда пересмотрел все кадры, оказалось наоборот. И это было просто самовнушение. Надеюсь, мои советы вам помогли. Если вы что-то не поняли, можете, конечно, написать комментарий, я вам отвечу, либо ответят ребята, которые уже понимают это все. Вот. Не комплексуйте, все будет хорошо, и спасибо за просмотр, кто досмотрел. Всем бай!